Я по-прежнему в Ужгуле. Расскажу я вам о башнях, о сванских башнях. Вот одну вы видите, там у меня за спиной, и там их много. Вообще их насчитывается в Ужгуле 28 штук, и я вам хочу рассказать о их предназначении. Раньше такие башни строились возле каждого дома. На случай войны там можно было продержаться очень долго, там был стратегический запас еды, и там, я не знаю сколько, пару месяцев, может даже больше могли держаться. Еще 100 лет назад таких башен в Ужгуле насчитывалось 110. Но коммунисты многие повзрывали динамитом. Почему? Потому что еще у этих башен было религиозное значение. Это было как домашняя церковь. Ну и советы боролись с религией. Практически в каждом доме тут есть гестхаус. Вот, пожалуйста, гестхаус. Ну, они тут везде. А вот дороги выглядят вот так вот. Это хорошо еще подсохло после дождя. А так вообще говно вперемешку с грязью. Вот очередные башни. Сванети все друг другу родственники. И те сваны, с которыми я был там, в Сане, родственники местным сванам. И даже тот сван, у которого я вписываюсь, Беса, он тоже их родственник. Кстати, мой хост занимается резьбой по дереву, и очень шикарно у него это получается. Вот этот стул он сделал за 6 месяцев, за полгода. Действительно талант. Да, так вот, они все друг другу родственники, я даже не понимаю, как они женятся. Ну, я не устаю восторгаться местной природе. Камера вообще ничего не передаст этого ощущения. Просто, ну, действительно, разве это не красотища? Я даже слов не могу подобрать, чтобы это все передать. Это очень круто. Еще хочу такой вопрос осветить. Почему я прошел пешком 40 километров и не встретил ни одной попутной машины, зато встречал встречные? На самом деле ответ очень прост. Сюда, в Верхнюю Сванетию, идет по запада Грузии хорошая дорога. И естественно все предпочитают ехать сюда по нормальной дороге и спускаться по той плохой дороге, а не подниматься. Это только я так поднимался по ней. Ну, как говорится, с Новым годом. У нас снег идет. Еще вчера я решил, что не пойду на ледник, и что надо двигать отсюда, потому что холодно, замерз я, надо спускаться с гор куда-то в более теплые места. И сегодня ночью ледник, мать его, сам пришел сюда. Это уже большинство снега потаяло, а так все было в снегу. Впервые за поездку одел свою весенне-осеннюю и по совместительству зимнюю куртку. Хренячит снег, блин. Мать его, шапку тоже впервые... Нет, шапку не впервые одел. Шапку я одевал, как ни странно, в самом начале пути, летом еще в Польше. Потому что почему-то было холодно спать в палатке. До Мести, столицы Сванетии, показывают 46 километров. И я вчера просто охренел, когда узнал, сколько стоит проезд. 150 лари с человека на машине стоит проезд. Ну его нафиг, я лучше пешком пройду. У меня 8 километров позади, 38 осталось. Полет нормальный, самочувствие отличное. Хоть и дорога, конечно, грязная, скользкая, мокрая. Но тем не менее это не подъем вверх. Идти можно. Встретил множество встречных машин. Одну попутную маршрутку, которая повезла мажорных туристов за 150 лари. 150 лари, еще раз повторяю, за 46 километров, 150 лари. Я за всю поездку столько не потратил. Так вот, пока хорошая погода, не идет дождь, что хочу вам рассказать. Тут очень много евреев. У них сейчас новогодние каникулы, и вот они поперлись сюда, отдыхают тут. Почему такое количество евреев именно здесь, в Сванете? Расскажу вам версию сванов. Итак, все слышали о всемирном потопе, о Ноевом ковчеге, который прибыл к горе Арарат, которая тут недалеко находится в Турции. Сейчас же ось Земли немного изменилась и сдвинулась. И в следующий раз, когда будет всемирный потоп, единственный участок, который не затопит, это будут Сванские горы. А евреи все знают. Евреи не зря сюда приезжают. Вот эта версия сванов.
Иха! Снова пошли лесные орешки! 10 километров позади, и я только что понял один любопытный факт. Я уже иду 50 километров пешком, не застопив ни одной машины. 50 километров! Это мой личный рекорд. Внимательные зрители могут сказать, как 50? 17 плюс 20 плюс 10 это 47, а не 50. Но до той позиции, откуда я шел 17 километров, я прошел 3 километра, так что 50 точняк уже есть. На отметке 50 километров мой рекорд и остался. Я застопил КамАЗ и доехал сюда. Тем самым закончился отрезок 50 километров без попутного транспорта. Хотя была маршрутка, ну скажем так, без попутного нерейсового транспорта. Хотя 47 километров назад была машина заполненная. Ну, в общем, ладно, приблизительно 45 километров ни одной попутной машины, вообще никакой. 9 километров остается до места, и погода хорошая, и дорога, настоящая дорога. Столица Сфонетия оказалась по размерам примерно с наш небольшой поселочек какой-то, но очень симпатичный поселочек. В центре города, прямо вот в парке, из крана течет очень вкусная минеральная вода. К вечеру тут очень холодно, я даже не знаю, где мне расположиться. 6 градусов вроде бы как, холодновато будет в палатке, но город такой туристический, весь в гестхаусах, даже не знаю, вписаться вряд ли получится. Монастырь. Почему бы и нет? Я и корова пришли в монастырь на вписку. Ну, что-то я стучу, никто не открывает. Корова не стучит, просто стоит. Люди православные. Доброе утро. Ну, наверное, это была моя самая шикарная вписка в Грузии. Кстати, корову не пустили, я думал из-за того, что это мужской монастырь, но там и женщины попадались, может, просто не православная. Так вот, во-первых, встретили меня отлично, вообще без вопросов, да, переночевать без проблем, да, тем более с Украины, да, конечно, не вопрос. Во-вторых, мне даже почти не пришлось пить. Мы выпили всего-то чуть-чуть винца, первый то за знакомство, второй за Иисуса Христа, третий за нашу дружбу, братуха, это я цитирую, и четвертый за свободу. Мужчина, к которому я обратился со своей просьбой, зовут его Давид, и очень отличный, действительно хороший собеседник, и очень такой мудрый человек. Воевал в Абхазии. Интересно, мы с ним пообщались, поговорили. И вообще до этого мне не приходилось никогда ночевать в монастыре. И меня поразила обстановка. Все очень современно, все дружелюбно, очень приятно вообще. Накормили меня шикарно просто, очень вкусно. Определили в комнату с двумя другими монахами, которые, как ни странно, тоже прибыли из Ижгули. И они меня помнят, кстати, я их нет. Я ночевал в мягкой, теплой кровати. Душ, все условия. Это было шикарно. А сейчас я иду в соседний отель забирать ноутбук. Я поставил эпизод заливаться. И вот вам панорама города. Башни, горы. Красота. Большое спасибо отелю Тетнулди за то, что оставили мой ноутбук на ночь. И отдельное спасибо за то, что когда я пришел его забирать, начал оформлять видео, сидел у них в холле. И они приносят мне чашечку кофе и тортик, 3 кусочка тортика. Говорят, угощайтесь, пожалуйста. Так мило вообще, круто. Учитывая то, что в монастыре меня накормили шикарнейшим завтраком, после этого тортика я буду сыт целый день. Местия, конечно, очень симпатичный городок. И вот в самом центре города есть вот такое вот недостроенное здание. В проекте это что-то будет, может быть, интересное, но, видимо, подзабросили стройку. Но внутри коровье говно. Очень много коровьего говна. Прям внутри. Самый центр города. Так, запорожцы. Кто из вас тут был? Насобирал немного орешков под маленьким кустиком. Этого мне хватит надолго, так как они очень калорийные. Мама, я не голодаю. Решил немного разнообразить свои ореховые запасы.
Спустился я с гор, город Джвари. Депрессивненький, конечно, такой, но тут уже теплее, растут пальмы, хурма, инжир, всякая фигня. В общем, тут уже будет не проблема переночевать в палатке. Хотя от вписки я не откажусь. Буду сейчас что-нибудь думать по этому поводу. Когда я охарактеризовал этот город как депрессивненький, это было первое впечатление. Сейчас дальнейший анализ показал, что это просто жопа. Тут очень много брошенных домов. Люди смотрят на меня, как будто это не Грузия, а какой-то дикий район Турции. У них такой взгляд, типа, чувак, как ты сюда попал? Что ты здесь делаешь? Такое впечатление, что тут война прокатилась по городу. Люди готовят на костре во дворах. Жесть, короче. Походил, погулял по городу, никто в гости не приглашает. Одни местные спросили, ты пьешь? Говорю, нет. А, ну ладно. Да, в таком городе только пить. Больше нечего делать. Предлагали мне квартиру. Говорит, бери какую хочешь, на каком этаже хочешь. Нет, спасибо, я дальше. Ну, короче, все ясно. Было производство, был город. Нету производства, нет города. А мне еще водитель говорил, он ехал в Кутаиси. Давай, говорит, я тебя до Зугдиди довезу. Я говорю, да не, ладно, я тут Джвари посмотрю. Посмотрел. Зугдиди, это ж уже совсем другое дело. Доброе утро. Вчера походил по городу туда-сюда с рюкзаком, но никто так меня вписывать и не захотел. Хотя уделяли внимание моей персоне, расспрашивали, но дальше расспросов дело не пошло. Нет, один в жопу пьяный предлагал, пошли домой, но он ни по-русски, ни по-английски почти не говорил и был очень уж пьян, поэтому я воздержался от его предложения. Короче, я понял, что время ставить палатку, только где бы ее поставить так, чтобы в центре, недалеко. И с этим вопросом я обратился к лучшим друзьям путешественников в Грузии, грузинской полиции. И вот как-то вот. Они еще перед этим меня на машине повозили по городу. Футбол мы с ними чуть-чуть даже вместе посмотрели, Грузия и Германия. Когда Грузия забила гол, я был уже в палатке. Я слышал, как все отделение полиции. Короче, было прикольно. Но сейчас, как вы видите, идет дождь, он еще пошел ночью, и палатка мокрая, и поэтому я оставил ее там, и рюкзак тоже оставил там. Отделение полиции, мой дом. Я там все вещи оставил и пошел гулять по городу. Сейчас пойду, наверное, в Макдональдс, попробую обработать видео, и, может быть, даже загружу его сегодня. Сахар в грузинском Макдональдсе.